МЮ предлагает Гризманну утроенную зарплату. Интер Майами хочет Давида де Хеа. Лука Модрич в Саудовской Аравии. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и Телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. Болельщики Манчестер Сити могут выдохнуть. Травма Эрлинга Холланда оказалась несерьезной. Он сможет сыграть с Ливерпулем. 23-летний футболист повредил ногу во время игры между сборными Норвегии и Фарерских островов. Из-за травмы он пропустит матч против Шотландии. Как сообщает Фабрицио Романо, травма Холланда оказалась несерьезной. Поэтому он будет готов сыграть против Ливерпуля в матче 13-го тура АПЛ, который пройдет уже 25 ноября. Игру против Шотландии Эрлинг пропустит, чтобы не усугубить повреждения. Вернувшись в расположение Ман-Сити, он будет работать в обычном режиме. В Реале раздражены тем, что важные игроки команды получили травмы в своих сборных. В ходе текущей паузы на матче национальных команд Мадрид из-за травм потерял Винисиуса и Камавингу. Оба футболиста могут пропустить до 2,5 месяцев. Всего у Реала из-за травмы разной степени серьезности отсутствуют 8 футболистов основного состава. Как пишет журналист Марка и Кадена Сер Хавьер Берланга, Реал в ярости. Клуб винит в этой ситуации футбольное руководство, ФИФА, УЕФА, Испанская Федерация Футбола и Ла Лигу. По мнению сливочных, все они виноваты в том, что календарь перегружен. Это, как считают в Реале, приводит к большому количеству проблем со здоровьем у игроков. Одна из главных целей Барселоны на лето – сохранение Жоау Кансело. Как пишет Мундо Депортиво, максимум Барселоны зимой – это уже оформленный переход Витора Роке. Чрезмерных усилий на трансферном рынке клуб прикладывать не будет. Спортивное руководство Барсы уже строит планы на летнее трансферное окно. Клуб нацелен на подписание опорника, так как это единственная позиция в команде, на которой у Хави нет двух вариантов. Рассматривают троих игроков – Мартина Субименди, Бруно Гимараеша и Эдерсона Лоуренса. Прежде чем начать работу над сохранением Канселу, спортивный менеджмент Барсы должен получить одобрение на экономическом уровне. Форвард ПСЖ и сборной Франции Кильян Мбаппе, благодаря хит-трику в матче квалификации Евро-2024 с Гибралтаром, забил свой 300-й гол в карьере. Француз сделал это в возрасте 24 лет. Лео Месси, Криштиану Роналду и Неймар достигли этого показателя уже после достижения 25-летнего возраста, сообщает статистический портал Optasport. Американский Интер Майами намерен подписать бывшего вратаря Манчестер Юнайтед Давида де Хеа, который на текущий момент является свободным агентом. Об этом сообщает Daily Star. По информации источника, совладелец Интер Майами Дэвид Бекхэм проявляет личную заинтересованность в подписании испанского кипера. Подчеркивается, что американский клуб попытается заключить трудовое соглашение с де Хеа в ближайшие несколько недель. Интер Майами готов предложить футболисту зарплату, сопоставимую с той, которая у него была в Манчестер Юнайтед. Бруно Фернандеш высказался о слухах, связывающих его с Саудовской Аравией. Интерес – это всегда хорошо, вне зависимости от того, от какого клуба и из какой лиги он исходит. Но я сфокусирован на сборной и Манчестер Юнайтед. Я счастлив там, где нахожусь. У сборной сейчас очень хороший отрезок, а в МЮ сезон начался не так, как мы хотели. Но я не думаю о долгосрочных планах. Я не обращаю внимания на трансферные слухи. Этого я никогда не хотел. Пока ко мне не придут с конкретным предложением, я не обращаю внимания. Сегодня создавать слухи очень легко. Предпочитаю концентрироваться на целях, сказал капитан Манчестер Юнайтед.
Майкл Оуэн раскритиковал финансовый фэрплей после снятия очков с Эвертона. Заслуживает ли Эвертон лишения очков или нет — вопрос спорный, но мне никогда не нравился финансовый фэрплей. Наверняка есть лучший способ защитить будущее клубов. Финансовый фэрплей защищает элитные клубы и делает практически невозможной конкуренцию со стороны догоняющих, написал Оуэн на своей странице в Твиттере. Агент Луки Модрича допустил переход игрока в клуб из Саудовской Аравии. Прошлым летом полузащитник Реала получил несколько предложений из Саудовской Аравии, но отклонил их и продлил контракт с Мадридом на год. Прошлым летом интерес к Модричу был, его хотели подписать. У игрока было несколько предложений. Одно от команды из столицы, а также еще от одного клуба. Сейчас Модрич думает о Реале, но его переход в Саудовскую лигу возможен, если предложение устроит игрока, сказал агент Борха Коуче. Срок нынешнего контракта Модрича с Реалом рассчитан до лета 2024 года. Он выступает за клуб аж с 2012 года. Фанаты Манчестер Юнайтед взбодрились, услышав слухи об интересе клуба к Гризманну. Испанское издание El Nacional сообщает, что француз снова на радаре красных дьяволов. Переход может состояться уже будущей зимой. По некоторой информации, МЮ уже связался с агентом Гризманна по поводу возможного перехода. Опция выкупа предполагает компенсацию в 25 миллионов евро. Но Юнайтед готов заманить игрока за счет личного контракта. Футболист получает в Атлетико около 240 тысяч евро в неделю. МЮ готов утроить эту сумму. 3 игрока отстранены от сборной Чехии из-за похода в ночной клуб. 3 игрока национальной команды в субботу вечером фундаментально нарушили внутренние правила сборной. Якуб Брабец, Владимир Цауфал и Ян Кухта покинули расположение национальной команды по решению тренерского штаба. Оно вступило в силу незамедлительно, сказано в сообщении сборной Чехии. Фабио Квальярелло объявил о завершении карьеры. Сейчас экс-нападающему Сампдории, Торино, Ювентуса, Наполи и Удинезе 40 лет. С августа он находился в статусе свободного агента. Срок его контракта с Сампдорией истек. В ходе своей карьеры Фабио взял 6 трофеев в составе Ювентуса. Трижды стал чемпионом Италии, дважды выиграл Суперкубок страны и 1 раз стал победителем Кубка. В сезоне 18-19 с 26 голами он стал лучшим бомбардиром серии А, выступая на тот момент за Сампдорию. Всего у Квальяреллы 238 голов в 717 матчах на клубном уровне.